Всем привет! Вы на канале Diva Bags, и это канал о вязании крючком. И наверняка вы знаете, что сейчас джутовые сумки на пике популярности. Я решила не отставать от моды и связать свою джутовую летнюю сумку. Конечно, такую сумку можно связать из других материалов, из шнура, трикотажной пряжи или рафии, но я советую вам обязательно попробовать именно джут. Это очень интересный, полностью натуральный материал. Тактильно немного грубоватый, совсем не похож на шнур или трикотажную пряжу. Но изделие получается очень эффектное и к тому же практичное в носке. Этот мастер-класс довольно простой, подойдет для новичков. Здесь делюсь своим способом вязания идеального круглого дна столбиками без накида с незаметными прибавками. Рассказываю, как поднять стенки и сделать вот такие витые ручки. Сумка большая и очень вместительная, пригодится для пляжа или для похода по магазинам. В диаметре 26 см, высота стенок 27 см. Вязать я буду из джутового шпагата халва от пряжи Центр. Толщина нити у меня L. Это вот такой четырехниточный джутовый шпагат. О нем я подробно рассказывала в своем видеообзоре всей джутовой коллекции халва от пряжи Центр. Если не видели это видео, перейдите по подсказке в правом верхнем углу. В описании под видео оставлю ссылку на магазин, где можно заказать этот шпагат, и там же пропишу промокод на скидку 5%. Я вяжу довольно туго, поэтому на сумку у меня ушло 3 мотка халвы L, то есть 300 метров. Осталось совсем немного, 6-7 метров. Если вяжете свободно, возьмите джут с запасом. Вязала основным крючком номер 4, также пригодится вспомогательный меньшего размера, у меня номер 3. Нужны будут ножницы и маркеры для вязания. Для ручек буду использовать трикотажную пряжу Бисквит. Цвет у меня черный. Нужно примерно 42 метра. Также нужна рулетка или линейка, ножницы, любая резинка, канцелярская или для волос, как у меня. И любое кольцо, у меня разъемное. Переходим к вязанию. Начинаем вязание с донышка. Дно будет круглое, связанное обычными столбиками без накида по спирали. Оставляем небольшой хвостик, огибаем 4 пальца рабочей нитью, заводим крючок под первую нить, подхватываем вторую и вот так перекрещиваем. Теперь подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. Дальше необходимо провязать в кольцо еще 6 столбиков. Заводим крючок в кольцо, подхватываем рабочую нить и провязываем 2 петли. Это первый столбик. Второй столбик. Третий столбик. Четвертый. Пятый. И последний, шестой. Получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 косичек и 7-я петля на крючке. Теперь тянем за хвостик, затягиваем кольцо максимально плотно. Ряд соединять мы не будем, сразу начинаем вязать второй ряд. Во втором ряду нужно удвоить каждый столбик первого ряда. В первом ряду 6 столбиков, поэтому во втором должно получиться 12 столбиков. Под 2 дужки первой горизонтальной косички вставляем крючок, прокладываем хвостик внутри вязания, подхватываем рабочую нить и выводим петлю. Провязываем 2 петли на крючке. Первый столбик, теперь в это же отверстие второй столбик. Вот первая прибавка. Точно так же дальше под вторую косичку вторая прибавка, под третью третья прибавка, хвостик подтягиваем, четвертая прибавка, пятая прибавка и последняя
Шестая прибавка. Провязали. Получился второй ряд, состоящий из 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вяжем третий ряд. Третий ряд начинать буду также с прибавки, а затем буду чередовать. Прибавка, одиночный столбик, прибавка, одиночный столбик, прибавка, одиночный, прибавка, одиночный, прибавка, одиночный, прибавка, одиночный. Начинаем вязание с прибавки. За первый столбик я повешу маркер, чтобы не пропустить начало третьего ряда. Вот здесь. Дальше провязываем одиночный столбик. Теперь под следующую косичку вторую прибавку. Снова одиночный столбик. Третью прибавку. Одиночный столбик. Четвертую прибавку. И так провязываем до конца ряда. Я довязала третий ряд до маркера, закончила ряд одиночным столбиком, так как начинала его с прибавки, вот здесь. Теперь перехожу к вязанию четвертого ряда. В третьем ряду между прибавками я провязывала один столбик. В четвертом ряду по правилу идеального круга буду провязывать 2 столбика между прибавками. Ряд начну с одиночного столбика. И отмечу его маркером, чтобы знать, где начинается четвертый ряд. И дальше буду чередовать прибавка, 2 одиночных столбика, снова прибавка, снова 2 одиночных столбика. Вот так у меня получается ряд начинается с одиночного столбика, затем прибавка, 2 одиночных столбика, прибавка, 2 одиночных столбика. Так довязываю ряд до конца. Я довязала четвертый ряд до конца, заканчивается он у меня одиночным столбиком, и начинала я его с одиночного столбика, и дальше уже шла прибавка. То есть между прибавками у меня также здесь получается 2 одиночных столбика. В пятом ряду и во всех остальных рядах, где у меня будет между прибавками нечетное количество столбиков, например, в следующем пятом ряду их будет 3. Я буду начинать эти ряды с провязывания всех этих одиночных столбиков. То есть сейчас вот здесь я провяжу 3 одиночных столбика. 1, 2, 3. И затем прибавку. Провязываю первый одиночный столбик. И отмечаю его маркером. Это начало ряда. Теперь второй одиночный столбик. И третий. Дальше провязываю первую прибавку. Получается, вот у меня 3 одиночных столбика с начала ряда, затем идет прибавка, и дальше буду чередовать 3 одиночных столбика, прибавка, 3 одиночных столбика, прибавка, 3 одиночных столбика, прибавка, и так до конца ряда. Ряд я должна закончить прибавкой. Вот я закончила пятый ряд, как и должна была прибавкой, так как, напомню, начинала его с 3 одиночных столбиков. Теперь расскажу, как буду распределять прибавки в тех рядах, где между прибавками у нас четное количество одиночных столбиков. Вот в этом пятом ряду у нас 3 столбика между прибавками, значит в следующем шестом будет 4, четное количество. Я беру
Это четное количество столбиков делю пополам и провязываю в начале половинку, то есть для этого ряда 2 столбика. Провязываем первый столбик и второй. Не забывайте вешать маркер, чтобы не потерять начало ряда. Дальше провязываю прибавку. И затем чередую 4 столбика, прибавка, 4 столбика, прибавка, 4 столбика, прибавка до конца ряда. Вот так получается. Объясню, для чего я так делаю. Мне нужно смещать прибавки друг относительно друга в шахматном порядке. Вот смотрите, вот прибавки последнего ряда, вот прибавки предыдущего ряда, вот прибавки еще на ряд раньше и вот еще раньше. То есть у меня прибавки расположены в шахматном порядке. В итоге в готовом донышке они будут максимально незаметны, и круг при этом будет идеально ровной формы. Я закончила 6-й ряд 2 одиночными столбиками. И у меня получается здесь между прибавками, так же как и по всему ряду, 4 одиночных столбика. В следующем ряду между прибавками буду провязывать 5 одиночных столбиков. Поэтому, согласно той последовательности, которую я для себя вывела, я провяжу в начале ряда все 5 одиночных столбиков. И затем сделаю прибавку. Провязываем. Первый столбик провязала и вешаю маркер. Теперь провяжу еще 4 одиночных столбика. Теперь провязываю прибавку. Вот так получается. 5 одиночных столбиков, прибавка. И дальше чередуем 5 столбиков, прибавка, 5 столбиков, прибавка до конца ряда. Ряд должны закончить прибавкой. Вот я закончила 7-й ряд прибавкой. И теперь в следующем 8-м ряду между прибавками буду провязывать уже 6 одиночных столбиков. Поэтому делим 6 пополам. Первую половину, то есть 3 столбика, провязываем в начале, вторую половину в конце ряда. Здесь после первых 3 столбиков провязываем прибавку и дальше чередуем 6 столбиков, прибавка, 6 столбиков, прибавка и так до конца ряда. Ряд заканчиваем 3 одиночными столбиками. Провязываем. Первый столбик провязали, вешаем маркер. И провязываем еще 2 столбика. Теперь прибавку. Затем 6 одиночных столбиков. И снова прибавку. Вот что получилось. Прибавки расположены через ряд друг под другом. Вот прибавки здесь, здесь и здесь. Дальше. Здесь, здесь и здесь. То есть в шахматном порядке через ряд на одном и том же месте. Теперь провязываем 8-й ряд до конца. 8-й ряд я закончила 3 одиночными столбиками, так же как и начинала с 3. И у меня получается между прибавками здесь, точно так же как и по всему ряду, 6 столбиков. По такому же принципу вяжутся все остальные ряды. Ряды с нечетным количеством столбиков между прибавками мы начинаем вязать сразу с этого нечетного количества одиночных столбиков.
Вначале их провязываем. Затем чередуем прибавка. Дальше это количество столбиков, прибавка, это количество столбиков и так до конца ряда. Ряд заканчиваем прибавкой. Если же в ряду четное количество столбиков между прибавками, это количество столбиков мы делим пополам. С начала ряда провязываем половину и половину провязываем в конце. По этому принципу вяжем донышко необходимого размера. Я закончила вязание донышка. Всего провязала 15 рядов столбиками без накида. Последний ряд начинала с 13 столбиков до прибавки и закончила ряд прибавкой. Донышко получилось идеально ровной круглой формы, хотя его я еще не отпаривала. И прибавки распределены так, что они практически незаметны. Вот смотрите. В этом ряду вот прибавка, в этом вот. Ниже вот, 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 вот. То есть они находятся в шахматном порядке друг под другом через ряд. Поэтому не так бросаются в глаза и круг идеально ровный, без углов. По диаметру донышка получилось 25 сантиметров. От мотка осталось чуть меньше половины. Нить не обрезаю, снимаю маркеры и отпариваю готовое донышко через хлопчатобумажную ткань. Так выглядит донышко после отпаривания. Оно плоское, идеально ровной круглой формы. Вот изнанка. Теперь вяжем стенки. Стенки будем вязать с плавным переходом от донышка. То есть продолжаем вязание точно так же, как донышко, столбиками без накида за 2 дужки косички, только уже без прибавок. Вставляем крючок под 2 дужки косички, подхватываем рабочую нить и провязываем 2 петли на крючке. В этот первый столбик стенок я повешу маркер, чтобы знать, где заканчивается донышко и начинаются стенки. Всего необходимо провязать 27 рядов столбиками без накида, без прибавок, по спирали. Что делать, если в процессе вязания у вас заканчивается нить от одного мотка и вам необходимо ввести нить от нового мотка? Оставляем примерно 30 сантиметров нити от первого мотка, раскручиваем шпагат. Он состоит из 4 скрученных нитей. Первую нить срезаем на расстоянии 1 см от края, вторую 2 см от края, третью 3 см от края и четвертую 4 см от края, либо не срезаем совсем. Таким образом получается плавный переход по толщине. С нитью от нового мотка проделываем все то же самое. Точно так же срезаем все нити. Теперь при вязании нитью от первого мотка прокладываем внутри вязания нить от нового мотка, придерживаем рукой. Так переход от одной нити к другой будет максимально незаметным. Таким образом вяжем столбики без накида до тех пор, пока хвостик не станет совсем маленьким. Вот таким. Теперь меняем нить, прокладываем внутри вязания уже хвостик от первого мотка, подхватываем нить от нового мотка и продолжаем ею вязание. Получается, нет видимого перехода от одной нити к другой. Ввязываем хвостик от первого мотка до конца. Если есть вот такие торчащие нити, их можно срезать. Вот так получается. Кстати, чтобы не натирать пальцы при вязании, можно воспользоваться обычным бактерицидным пластырем. Я провязала 27 рядов стенок.
Вот он маркер, который я повесила в первый столбик, с которого начинается вязание стенок. Подняла перпендикуляр и остановилась в этой точке. Здесь у меня начинается и заканчивается ряд. И это будет самая крайняя боковая точка сумки. Теперь складываю сумку пополам в этой части. Вот так. И намечаю, где будут находиться отверстия для ручек. Всего у меня 90 столбиков в ряду. Поэтому я отсчитала 16 центральных столбиков с одной и с другой стороны между ручками. И в соседние два столбика слева и справа повесила маркеры. Сюда я не буду провязывать столбики без накида, я провяжу 2 воздушные петли, чтобы сформировать отверстие. До маркера вяжем столбики без накида, как обычно. Я дошла до маркеров, снимаю их и провязываю 2 свободные воздушные петли. Не перетягивайте их. Теперь отступаю 2 косички, в третью провязываю столбик без накида. Вот сформировано первое отверстие. Дальше вяжем столбики без накида до следующих маркеров. Снимаем маркеры. Снова провязываем 2 свободные воздушные петли. Отступаем 2 косички, с третьей продолжаем вязание столбиками без накида. Вот второе сформированное отверстие. С этой стороны вот 2 отверстия под ручку. Дальше столбики без накида, 2 воздушные петли в маркеры, опять столбики без накида, 2 воздушные петли в маркеры и дальше до конца ряда столбики без накида. Я довязала ряд до конца. Теперь до первого отверстия провязываю столбики без накида. В отверстие провязываю 2 столбика. Вот так завожу под цепочку крючок, подхватываю рабочую нить, провязываю столбик. И второй. И до следующего отверстия, как обычно, столбики без накида. Теперь снова завожу крючок под цепочку, подхватываю нить, провязываю столбик. И второй.
Аналогично обвяжу два оставшихся отверстия. Я довязала этот ряд до конца, обвязала все 4 отверстия под ручки, вот они. И теперь провяжу еще 2 ряда обычными столбиками без накида за 2 дужки косички. При провязывании нескольких последних столбиков плавно сведу ряд на нет. Нить раскручивать и уменьшать по толщине не буду, срезая по одной нити на разном расстоянии от края, чтобы кромочная косичка везде оставалась одинаковой по толщине. Просто провязываю столбики с уменьшением по высоте. Они вяжутся уже потуже. Нить я уже обрезала, вывожу хвостик наружу. И заканчиваю вязание. Вот эту косичку пропускаю, под 2 дужки следующей вставляю крючок с изнанки и вывожу хвостик на изнанку. Теперь с изнанки вставляю крючок под заднюю перемычку, вот сюда, и в центр косички последнего столбика. Подхватываю хвостик, снова увожу на изнанку. Здесь туговато. Расправляю и подтягиваю все нити. Вот так получается. Этот стык приходится как раз на бок сумки, поэтому не так заметен. Осталось спрятать хвостик и сделать ручки. Для одной ручки нарезаем 8 отрезков трикотажной пряжи длиной 2 метра 60 сантиметров и фиксируем один край на кольце. Продеваем через кольцо, оставляем примерно 10 сантиметров и закрепляем резинкой. Вот так. Теперь закрепляем кольцо. Для этого я использую дверную балконную ручку. И начинаем скручивать жгут. Скручиваем до тех пор, пока жгут сам не начнет скручиваться, образуя залом. Затем складываем жгут пополам и даем ему скрутиться в ту сторону, в какую он стремится это сделать. Вот такой получился жгут. Одну ручку я уже закрепила на сумке, продела такой же жгут в отверстие для ручек, завязала узлы и подрезала нити. Сейчас закреплю вторую ручку точно так же. Сначала сниму кольцо и зафиксирую жгут резинкой. Вот так. Теперь вот этот край продеваю через первое отверстие, вывожу жгут на изнанку. И затем с изнанки во второе отверстие. Выравниваю ручку по готовой ручке.
И завязываю узлы. Первый узел готов, точно так же делаю второй и подравниваю нити. Вот такая летняя джутовая сумка у меня получилась. Довольно простая в исполнении, но очень эффектная за счет интересных ручек. Внутри просторная и вместительная, может использоваться как пляжная, войдет все необходимое. Можно дополнить магнитной кнопкой или пошить подкладку. Кстати, на моем канале есть подробная видеоинструкция по пошиву подкладки. Переходите по подсказке в правом верхнем углу. Если мастер-класс вам понравился, ставьте свои пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Приятного вязания и до новых встреч!